Добрый вечер, да, уже вечер. Сергей Пульников, 44 года. Я прилетел из Тюмени и там родился. Я вам расскажу 8 этапов своей жизни, которые касаются сейчас кооперации. И задался вопросом, кстати, вот на содействии мы с Рустамом выступали, я сам себе задал вопрос аудитории, а когда мы кооператоры? То есть тогда, когда мы учредили кооператив, или мы, в принципе, с рождения кооператоры, но когда мы уже учреждаем кооператив, собрав команду, мы просто подтверждаем этот статус. И вот об этом доклад и о тех, в общем-то, событиях, о тех результатах, которые мы своей командой за очень короткое время сделали. Вообще я мастер по продаже идей самому себе. Как это обычно происходит? Ты заходишь в кабинет, мы называем это высоким кабинетом, и говоришь: слушайте, давайте вот такую штуку сделаем, она вам поможет добиться того-то и того-то. Давайте. Кто делает? Сережа делает. То есть вот примерно такой подход. Мы пропускаем, и я лично пропускаю все через себя, все процессы, которые я запускал. Например, в университете я кандидат наук, я подготовил 3 кандидатов наук, то есть я вот из этой системы вышел, я понимаю, как устроена, собственно, вот эта университетская модель развития государства нашего и вообще всего мира. И когда я что-то там хочу поменять, я сразу себя туда встраиваю как пользователь этого процесса. И вот все, что здесь будет показано, я являюсь пользователем того, что я создавал. В этом году, такой успех настал, можно, конечно, это назвать успехом. Вот я вошел в топ-50 сильных идей нового времени из 24 тысяч заявок, которые поступили в агентство стратегических инициатив. Никто не верил, сказал: да это полная ерунда, там невозможно пробиться. Но у нас был опыт, мы в прошлом году с командой добрались до Путина. То есть наши идеи могут доходить до кабинетов первых лиц, которые ставят подпись на бумагах, которые кошмарят потом всю структуру, которая находится между Путиным и нами. Вот. Это было про индустрию иван-чая, об этом рассказали президенту. И сейчас вот происходят такие трансформации, в том числе и в органах управления развитием, якобы развитием нашей страны. А началось все с того, что я вот как раз задумался о том, а кооперация она все-таки в генах или она как-то приходит, и оказалось, что меня каким-то образом судьба затащила в 35 лет в село, в котором нет людей, в котором пустота, но есть идея производить новый продукт, которого нет нигде, и мы вот как первооткрыватели решили создать вот в Тюменской области иван-чай, который сегодня является продуктом номер 1 с точки зрения подарка, который везут из Тюмени. Это вот моя личная заслуга и моей команды. Вот в Тюмени мы такой проект запустили. Параллельно такие проекты запускались по всей стране. И мы с нашим иван-чаем и в Китае были, и где мы только не были, как раз популяризируя этот наш отечественный напиток. И вот там как раз произошло очень интересное, хотя, в принципе, во всех процессах я старался убирать работников и менять их на сотрудников и на партнеров. То есть у меня почему-то внутри вот сидит эта модель кооперационная, когда ты считаешь человека напротив человеком, а не работником, которому ты платишь зарплату. И вот здесь, когда, вот представьте, на старте проекта вы вынуждены собрать со всей страны на 3 месяца где-то 50 человек, чтобы они запустили и выполнили тот план, который перед нами стоит, их надо как-то организовать. И несколько лет, 3 года мы шли к тому, чтобы стать экспортной компанией, стать организацией, которая внутри управляется по сути, не чертаевской модели, по косыгинской модели, по хозрасчету, которую я вот в эту систему внедрял. И очень интересные как раз процессы внутри я наблюдал, что происходит с людьми, когда я им предложил изменить модель взаимодействия вот в этом процессе сбора и переработки иван-чая. Вообще, я о ней расскажу. Вот я 8 лет в нише натуральных продуктов. Мы как раз с Анатолием разговаривали вот на завтраке, и речь зашла о том, вот мы растем вообще, у нас динамика-то положительная в сельском хозяйстве или наоборот. Вот моя позиция, что у нас все плохо, потому что наличие подобных продуктов на полке не говорит о том, что их едят. И порядка 5, максимум 10% в стране это могут себе позволить.
Даже я от своих продуктов отказываюсь. Ну, например, я не могу позволить там акациевый мед с орешками, в которых там кедровый орех. Да. Но мы это делаем. То есть мы это делаем для того, чтобы получить опыт на будущее, для того, чтобы делать качественную продукцию и вот в направлении биопродукции, съедобной еды, вот в том числе вот ту курицу, которую я запускал, это самый мой провальный проект, когда я в селе разместил 20 тысяч голов кур и пытался из них сделать 40 наименований продукции, которую дети с аллергией ели без аллергии. Когда мамочки ко мне приходили, это был ковидный период, я открывал розницу под продажу этой всей продукции. В общем, очень много опыта получил вот в этом процессе. Но возвращаясь к людям, было очень интересно достичь того эффекта, чтобы они вместе со мной экономили электричество на производстве, экономили топливо и экономили еду на кухне. И когда вот мы внедряем тот самый хозрасчет или чертаевскую модель, по сути, косыгинскую, то оказывается, что люди становятся равными тебе. И в определенный момент, когда ты говоришь, а мы сейчас будем делать все по-другому, они говорят, на следующий день, Сергей, садимся за стол, начинаем разговаривать. Это первый эффект, который я заметил после внедрения. То есть они начинают мне говорить о том, что они выполнят этот план за такие деньги вот таким-то образом. И мне за них думать не нужно. Это просто колоссальный взрыв, там, когда у тебя переворачивается вот эта голова управленца, что тебе становится легко, и топливо теперь не тебе надо воровать, ну, покупать где-то дешевле там, с какой-то бочки, а этим занимаются сами ребята. Главное условие вот в этой модели в том, что она должна быть открыта, и у вас где-то есть дашборд их успехов, их плановых результатов в период производственных задач. Это была кухня, на которой висели плакаты, и на этих плакатах регулярно менялась информация, которую каждый из них видел, потому что там стояла его фамилия. И они примерно понимали, сколько каждый из них заработает, двигаясь каждый день к концу сезона. Это очень классная штука, то есть дашборд вот этот, который мы сейчас уже реализовали в цифре. И когда человек видит свою фамилию внизу списка, а я просто уже прихожу в кухню, я не занимаюсь там управлением, я просто кушаю и спрашиваю бригадира, а тебе вот этот человек зачем? Он говорит, ну вот мы уже подумали, да, действительно от него избавиться. Я говорю, что вас останавливает? Ну, в принципе, ничего, так избавляйтесь. Это не мое решение, они сами предложили и делают. Класс вообще. И когда я после внедрения обнаружил, что у меня на полу производства нет иван-чая брошенного, я понял, что она действительно работает. Но я об этом не забочусь. То есть я вот 2 года назад я ходил и тыкал. Ну, слушайте, ну что вы здесь? Что же вы здесь так все плохо сделали, неэффективно? Я в первый год выкинул крузак. Ну, просто вот рядом с заводом лежал у меня крузак, только в виде травы. И это позволило мне натренироваться на небольшой, вот по сути, небольшой команде для того, чтобы перейти это в масштаб на 2500 людей, находящихся в университете. Мы 1,5 года внедряли эту модель в ВУЗ для того, чтобы он стал и трансформировался из университета, который продает дипломы студентам, ну, будущим, так сказать, специалистам, до того, чтобы он выпускал 6 продуктов дополнительно. Команды с идеями, команды уже с готовыми бизнесами, риды и нематериальные активы. И ими управлял. То есть вот этот опыт мне позволил туда перейти. То, что касается отраслевой кооперации, мы просто поставили себе такую планку, что сейчас нам непозволительно заниматься мелкими проектами. И вот тезис, который пойдет у нас сегодня на стратегической сессии, это мой тезис, да, нам нужны масштабные проекты, потому что они объединяют лидеров, очевидно. Сейчас пришло время к трансформации, мы вот с Сергеем Магденко обсуждали, что нас ждет завтра, если это не будет масштабным проектом. Опять какая-то местечковая история. И вот после Путина, когда мы рассказали ему об отрасли, мы такую планку поставили. Провели исследование всей индустрии производства переработки дикоросов, в том числе иван-чая, и спросили всех участников, они у нас находятся в чате, там больше 300 производителей, что им нужно для того, чтобы изменить свой производственный процесс, свой проект, подрастить его. Да. Конечно, банальные вещи здесь изображены, но, как ни странно, они все решаются только через кооперацию из-за того, что наша модель распределена по территории и опирается на маленькие группы людей и мелкие производства, как это в том же Китае лидеры производства чая, собственно, происходит. Они так ответили и поняли, что нам нужна кооперация.
Но формы, в которых сегодня ведется деятельность, вот они как бы понятные и простые. ООО, ИП, самозанятый. Вот один, кто руководитель кооператива, это я, ответил вот здесь. Это было в начале этого года. Но самое интересное, что практически все за. Мы, говорит, хотим кооперироваться. Самый интересный вопрос следующий. Не знаем как. Возникает тот самый консалтинг, о котором говорил Рустам. И вот я уверен, что консалтеры сейчас должны объединиться для того, чтобы создать такую кооперацию, для того, чтобы страну как раз и вот этот тренд развития кооперации в новом витке, в новом технологическом укладе просто реализовать. А желающих-то на самом деле 90%. Как это и было в Союзе, у нас 75% личных подсобных хозяйств было в кооперации. А сейчас 3%, на секундочку. И как только мы вот задали себе такой вопрос, а как, очевидно стало, что нужно сперва скооперироваться в цифре. Для того, чтобы автоматизировать процессы, которые нам заместят отсутствующих людей в процессах управления. И когда у нас вот в этих масштабных целях появились задачи, мы сами себе их нарезали, у нас появились наставники, которые нам сказали, наставники через поколение, они сказали, что у нас вот этого не было. И поэтому мы в своих системах, когда мы создавали ГКО, Государственное кооперативное объединение в 1989 году, мы могли их дорастить до определенного масштаба, и потом все разваливалось. Растаскивалось, потому что не было определенного уровня контроля и механизмов для управления вот как раз этой распределенной системой. Что мы и, собственно, сделали? Мы начали тренироваться на собственном кооперативе, делать ему ресурс для того, чтобы он, по сути, осуществлял функцию общего сбыта, и даже научились продавать на ярмарочной полке товары вперед. То есть у меня покупали иван-чай, который я произведу в сентябре, а у меня его покупали в мае. То же самое с медом, с другой продукцией. Для меня была очень важная гипотеза, а готовы ли люди к тому, чтобы осуществлять, по сути, плановую вот такую инвестицию. Вот у нас подобное получилось. Дальше больше получилось так, что как только мы столкнулись, собственно, с кооперативом, надо было нашим участникам показывать, как их паевые взносы имущественные превращаются в их лицевой паевой счет. Они должны были увидеть дашборд, которого не было ни у кого. Сейчас же нет ни одной системы, которая это покажет вам. То есть вы нигде не купите, не возьмете лицензию на месяц. И нам пришлось придумать собственный проект, который мы назвали «Артель онлайн», который начался с телеграм-бота, соединенного с системой управления, товарными остатками, логистикой и управленческим учетом. Мы, собственно, и пошли его развивать. То есть мы им занимаемся уже больше 1,5 лет. Выглядит он примерно так. Это тот самый дашборд, который позволяет пайщику увидеть свой баланс, увидеть баланс кооператива в тех ограниченных возможностях, о которых мы договорились с каждым. Например, вот я вижу свои вступительные, добровольные, членские взносы, паевые. Это, кстати, вот по второму кооперативу, который мы учредили месяц назад. И очень удобно, кстати, вносить вот платежи. Вот и вся функция, собственно, телеграм-бота, которая оповещает вас о том, что вы почему-то должны кооперативу или что-то не заплатили, или вам выставлен счет, или вы в рамках программы целевой должны внести паевой взнос очередной. В принципе, очень удобно. Максимальное время в чатах мы с вами проводим. И надо, кстати, отметить вот то, что сейчас происходит. Я вижу огромное количество чатов, которые возникают у нас, да, с вами. Это путь к тому, чтобы мы стали больше кооперативными. Это действительно, это как-то не спам-движение какое-то, а это действительно наш сдвиг к тому, чтобы мы поняли и создали следующий шаг кооперации с помощью этих систем. Дальше больше мы поняли, что нам нужен продукт, который управляет вторым слоем кооперативным, то есть документооборотом. То есть первый базовый бухгалтерский прошли, второй дашборд, первый слой дашборд сделали, теперь надо еще один. И он связан с тем, чтобы связать, по сути, документооборот с системой управленческого учета и товарами. И начали его пилить. Вот на сегодняшний день сделана только часть того, чтобы, вот, так сказать, осуществился вход, регистрация пайщика, и по большому счету сделан концепт продукта, которым можно в перспективе пользоваться. В очень близкой перспективе к тому, чтобы даже это пощупать. То
есть фактически на базе решений, которые мы вкладывали в бота, мы создали цифровой двойник кооператива. Это очень важно. То есть ни одна транзакция оттуда же выскочить не должна, иначе вы получите совершенно неадекватный результат в цифрах. Цифра не позволит нам ошибаться, то есть нам нужно делать все изначально хорошо. Это и членская книжка, это и управление целевыми программами, это и управление самим кооперативом, составом кооператива и взаимодействие. Самое главное, внутри кооператива, путем создания документов, их подписания. И у нас следующий доклад еще интереснее, чем мой, который касается, по сути, инфраструктуры, которая уже собирает следующий слой. Нам между кооперативами же надо взаимодействие настраивать. А это именно продукт для того, чтобы кооперативу было проще в этом новом цифровом мире привлекать пайщиков, новых членов и говорить о том, что все просто, все удобно и комфортно. То есть нам не нужно столько времени тратить на сборы, встречи и так далее. Ну, то, что касается собрания, то же самое. Плюс вход, то, что было уже проработано ребятами вот в системе инфраструктуры, да, вход через цифровую подпись. Сами себе мы ответили на вопрос, что так можно делать. И это в судах будет приниматься, если мы решаем какие-то вопросы уже, да, пайщик с кооперативом, например. Поскольку суды уже признали даже лайк как оферту того предложения, которое партнер тебе скинул. Уже есть такой прецедент. Ну, так, тем более, что президент поддерживает всю эту цифровую историю тоже сам. В последнем голосовании он участвовал в цифре. Ну а поскольку эти продукты появились, очевидно, что наша задача двинуться дальше в консалтинг и не в инфо-цыганство, а в то, чтобы вот эту модель кооперации в новом технологическом укладе давать молодежи и давать тому поколению, которое к этому готово. Причем существующие кооперативы, вот я лично не рассматриваю как ключевую и ценную аудиторию, потому что это самая сложная группа, которая в конце будет трансформироваться. А сюда придут предприниматели, которые сейчас находятся в закредитованном либо предбанкротном состоянии. Их больше 3 миллионов человек, и они кормят порядка 12-15 миллионов человек вокруг себя. И будут это делать, потому что это главные созидатели. И мы сдвинулись вот в этом вопросе, делая школу для молодежи, в которой, по сути, мы заложили концепт, как можно дать 7,5 миллионов человек, молодых человек, быструю профориентацию, в том числе и в кооперативном направлении, как управленцам новой экономики России. А проблема здесь такая, что доступа-то на самом деле нет. И когда я вижу, как какие-то команды пытаются ездить по сельским школам и что-то там рассказывать детям, то мы можем так ездить около 100 лет и не сдвинем вообще по экономике ничего. То есть мы не достигнем решения вопроса подготовки, массовой подготовки управленцев, которые понимают, как управляется экономика локальная, экономика предприятия, экономика страны. Мы сделали такую вот игру. Ребятишки, порядка 500 человек в нее заходят и месяц играют без остановки, нон-стоп, каждый день. Создают кооператив, определяют там председателя, запускают это все в онлайн, запускают свой производственный цех там, по выращиванию лучка. В нашем случае мы упор делали на сельхозку. А потом все это должны были, то, что произвели, продать. В этом процессе они учреждают кооператив, взаимодействуют с властью, то есть мы им там закладываем очень интересные штуки. И все это ежедневно происходит в команде из 9 человек. Самое интересное, что в конце они в определенном, так сказать, лидерстве выстраиваются в шкалу, и мы эти кооперативы у них потом выкупаем. И они на свои карточки получают деньги. Председатели наши, 10 кооперативов получили по 10 тысяч на карточку МИР, которую они открыли, и родители просто в шоке, а учителя звонят и говорят, это впервые за 20 лет, что произошло классно у нас, потому что дети не хотели из игры выходить. И вот 33 игровых кооператива отыграли, и вот ребятишки, которых мы увидели, вот там просто их можно по пальцам посчитать, вот это будущие руководители и председатели настоящих кооперативов, и мы сделали эту выбраковку просто играючи. Причем она масштабируется
может быть создана такая практика на разные отрасли. Самое главное, что там стоит концепт предпринимательского, созидательного вот этого направления нашего, да, коллективного предпринимательства, когда детям вшивается под корку, по сути, принципы ведения деятельности коллективной, но оно не назидается с точки зрения теории вообще никак. Пришли, поиграли, и у них уже в подкорке это заложено. Проводить такую игру в каждом регионе можно, это стоимость примерно от 4 до 5 миллионов. Вот вы отыграли месяц и получили профит с этого сами. То есть вы отобрали себе, по сути, кадры для новой экономики. И мы сдвинулись дальше. Кстати, вот с этим проектом, собственно, в топ-50 вот наша команда-то и вошла. И создали академию для взрослых. Причем эту академию поддержало большое количество очень известных людей, и блогеров политических, и профессионалов в подготовке. Из Белоруссии, кстати, вот Андрей Иванов, управленцев, и огромная плеяда кооператоров. И вот родилась академия, которая фактически выстраивает сейчас такой подход к подготовке и переподготовке в новую экономику команд, которые хотят, например, профориентироваться в сельхозотрасли, если говорить о молодежи. Или вот для взрослых, да, создать хотите кооператив, прошли практики, и, собственно, вы уже решили ту задачу, которую мы решали несколько лет. То, что касается поколений и кооперации поколений, это важный элемент, важный момент, когда к нам подключаются наставники и говорят, мы готовы вас поддерживать, причем бесплатно, потому что мы видим, что вы делаете. И вот эта планка была взята, когда я поставил задачу проводить такой народный форсайт, и уже 4 народных индустриальных совета провели с известными людьми в кооперации, в промышленности и в концепциях, да, которые формируются сейчас, по сути, на весь мир, и мы трансляторы этих концепций. Вот это все есть в YouTube, вы можете посмотреть. И кооперация умов, над которой мы работаем совместно сейчас с вами, и на том мероприятии, на которое мы пойдем сегодня, это очень важный элемент. И Сергей, вот, кстати, который снимает, вот, у него вот ключик вот к этому есть. Вот я знаю точно, что он нам здесь поможет, потому что это сейчас самое важное, как мы научимся кооперировать мозгами вот здесь и делать нематериальные активы, ими управлять, фактически создавая академию, уникальную академию, как потребительское общество для всей страны, которое может занять всю пустоту между вузами, колледжами и школами. И там-то на самом деле нет решения, а у нас оно есть. Но это целая модель объединения творческих личностей уже в синергии своих решений, а оно связано с экономикой. Мы должны понимать свой вклад. И когда меня недооценивают, мне обидно. Так же каждому из вас, да? Вас недооценили рублем. И вы скажете, да идите вы, я буду сам опять барахтаться в своем аквариуме. Да? Вот надо нам это сломить, эту систему построить, чтобы она была понятна, как тем же ребятам, которые мне мед поставляют. Мы на этой основе это можем сделать. И осталось договориться всего лишь о нескольких вещах. Вот первое, что сейчас происходит? У нас подписчики разных чатов, на самом деле это мы же и есть. То есть нам нужна кооперация в медиа. Вот что может сделать один человек за год, да, поставив определенные цели, вот, собрать информационный канал, провести несколько событий, их опубликовать, и вы уже, я думаю, что несколько видели. Сейчас вот главная ставка у нас на проверку той гипотезы, что клуб и клубное движение вот с нашими целями, которые являются фильтром, по сути, попадания людей вот в это движение, вот что это приведет к тому, чтобы снежный ком этот нарастал. Через кооперацию лидеров, предпринимателей, лидеров, созидателей. И мне удалось сформулировать такую миссию лидерства, да, когда мы проявляем это лидерство в процессе, по сути, трансформации индивидуалистов в коллективистов. Но измеряем это, самое важное, сегодня об этом говорили, ликвидацией нищеты, искоренением бедности на той территории, на которую мы можем повлиять. Вот это главная наша цель. Более, так сказать, круто и масштабно мы описали это с Рустамом Давлетбаевым, еще с несколькими помощниками, идеологами вот этого движения, создаваемое нами же, как из манифеста и 13 принципов. Часть из них я здесь изложил. Нам очень нравятся принципы, вот где он у меня пропал. Да, вот этот принцип, например, это вообще принцип очень
страшный. Это примерно как, вот, знаете, кто-то прыгал, если с обрыва, да, в воду там нырнуть. Все прыгнули, а ты стоишь и полчаса думаешь, прыгать, не прыгать, там метров 12. Вот это примерно то же самое состояние, что вот когда-то оно должно с нами произойти, с каждым из нас. Общее выше частного. Все. Все изменилось сразу же. Но есть еще очень крутые принципы, например, про образовательные технологии. Это можно все посмотреть на сайте. Это можно послушать в нашем электронном клубе, на подкастах. Вот мы 2 уже записали. И это очень интересный опыт, который может происходить вместе. Ставка на то, что мы в сети сделаем децентрализованный клуб и объединим усилия каждого из нас, кто такие ресурсы имеет, без оглядки назад, а со взглядом вперед, что там нас ждет кооперация, которая принесет кратно дохода больше, чем мы сейчас занимаемся. Это мероприятие в сети и, конечно, в офлайн, и клубные встречи, которые запускаться должны обязательно в каждом регионе. Ну, собственно, может быть, я что-то не сказал, но вот мои контакты. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. И вопросы Сергею. Кто-то хочет что-то спросить? Или все настолько ясно, лаконично и понятно, что вопросов нет? Отлично. Сергей, тогда поаплодируем еще раз Сергею.